Давно я не выходил на улицу на долгое время. К сожалению, приступ подагры такая неприятная вещь, которая заставляет соблюдать постельный режим. Всему виной сидячий образ жизни, к сожалению. Но и дешевое и качественное вино, доступное здесь. В этом смысле я очень понимаю жителей Испании. Ну, просто невозможно удержаться от эпикурейства. Это одна из преимуществ и один из недостатков Испании. Здесь очень разнообразная вкусная еда, если ее особенно самому готовить. И доступное вино любого ценового диапазона, даже самое дешевое вино. Я, кстати, отказался от употребления самого дешевого вина. Вот. Но даже чуть-чуть дороже все равно доступно, вкусно и пьется ну, буквально как вода. Поэтому подагра, увы, мой спутник земной. Я, кстати, похудел за это время. Даже несмотря на постельный режим, смог сбросить пару килограмм веса. Посмотрю, может быть, и они обратно не вернутся, я надеюсь. Смотрите, какая красота вокруг. Вот, сижу в парке. Тут цветущая кустик такой, там цветущий кустик. Все вокруг цветет. За мной цветет что-то тоже такое красивое. Все зелено, цветет. Ну, это самое прекрасное время. Май месяц, тепло. И еще не очень жарко. Ну, уже тепло. Ну, пока еще нет жары. Ну, скоро, наверное, будет. Хочу рассказать вам, да, тем, кто подписался на меня, и тем, кто поставил на лайки и написал комментарий, обязательно писать комментарии во время просмотра. Тогда YouTube понимает, что это интересное для вас видео и будет его продвигать. Напишите комментарий, поставьте видео на паузу и напишите комментарий. Помогите мне таким образом. Вы, может быть, меня спросите, почему я не рассказываю байки, какие-то истории, правдивые истории своей жизни в университете, преподавания в университете. Ну, если честно, может быть, для меня это как-то более рутинизированное было. Я поэтому так в голову мне не врезалось. Ну, если хотите, давайте скажем так, по мере удаления от реальности. Когда я в конце 2000-х вернулся преподаванию в университет, меня больше всего поразило... Я преподавал в начале 2000-х и вернулся в конце 2000-х. Была идея сделать докторскую диссертацию и остаться на преподавательской, на исследовательской работе. Я до сих пор считаю, что это то, для чего я родился. Я отличный исследователь и действительно прирожденный ученый. Но вот так получается, что мне все время по жизни приходится зарабатывать на жизнь. И даже сейчас вот я бы хотел продолжать дальше исследования, а нужно заниматься чем-то другим, потому что исследования не приносят необходимого количества денег для жизни. И вот когда я вернулся в 2010 году к преподавательской деятельности, меня поразило, насколько стало сильно забюрократизировано вот это вот преподавательское. В чем выражалась бюрократия? Выражалась в том, что
тебя заставляли, как преподавателя, заполнять огромное количество всяких бумажек. Помимо понятных учебных планов, нужно было заниматься еще и каким-то планированием. Ну, в общем, это жутко отвлекало от именно непосредственной подготовки учебных материалов. Жутко напрягало, потому что нужно было еще бегать это все согласовывать с разными чиновниками в университете. То есть мне показалось это все как-то бессмысленно, слишком усложнено, ради галочки, не имеющего никакого реального смысла. Это первое. Второе, что я понял в начале 2010-х, преподаватели, которые меня учили, мне преподавали, ну, если хотите, они закончились. Такое выберу достаточно грубое слово. В каком смысле закончились? В том, что кто-то ушел на пенсию, кто-то умер по естественным причинам, кто-то куда-то в другое место устроился. И я помню, что на физико-техническом факультете Кубанского госуниверситета был жуткий недобор преподавателей. Тем, кто преподавал, предлагали брать все больше и больше и больше учебных часов, чтобы закрывать вот эти вот вакантные позиции. При этом платили на самом деле, ну, просто символически. Это тоже, что меня поразило. То есть, ладно, начал я свою преподавательскую деятельность в 98 году. Но и продолжил в 2000-х годах. Но 2010 год, 2011 год, это уже время, когда, казалось бы, все кризисы прошли. В России приток нефтедолларов случился. Но нет, платили в университете по-прежнему плохо, как и в 90-е годы. Сумма была другая, но покупательная способность этой зарплаты была по-прежнему низкая. Что мне еще запомнилось? Запомнилось страх, да. Запомнился страх, с которым ты приходил на занятия, потому что я боялся, откровенно боялся, что студенты напишут на меня жалобу, что я, например, там как-то на них не так посмотрел и спровоцировал дачу взятки. Может быть, это специально такая вот создавалась атмосфера страха среди преподавательского состава. Я никогда не брал в своей жизни взятки, тем более со студентов, и мне было страшно, что как раз меня, ну, как-то подставят, обставят это все, как будто я просил взятку. Почему я боялся этого? Потому что я всем своим студентам говорил: я не буду вам за какие-то красивые глаза ставить зачеты, я не буду вам за красивые глаза ставить там тройки, четверки, просто так, чтобы вы дальше переходили. Вы должны учиться, вы должны хоть какой-то минимум знаний показывать. На что мне студенты достаточно откровенно говорили: ну, нам нужен диплом. Я говорю: так подождите секундочку, вы учитесь на таких специальностях, как информационные технологии, где, собственно говоря, на диплом смотрят в самую последнюю очередь. Смотрят в первую очередь на портфолио, на выполненные работы, на реальные знания, на опыт. Вот это самое главное. А диплом, да, он будет при прочих равных интересен, когда, допустим, будут кандидаты на вакантную должность с плюс-минус одинаковыми навыками. Но нет, студенты, особенно
меня поразило, девочки говорят, нам нужен диплом. Хотя, казалось бы, их в армию не призывают. Зачем им этот диплом? Была вот такая промежуточная аттестация, и многие по этой промежуточной аттестации не проходили, я не хотел ее ставить. И уже тогда деканат меня заставлял и говорил, поставь эту аттестацию, ну что тебе, сложно что ли? Почему? Потому что в основном студенты тогда были, студенты были платниками. А каждый студент в 2010-2011 году приносил университету 130 тысяч рублей в год. Ну, это порядка 4-5-4,5 тысяч долларов плюс-минус по тогдашнему курсу. То есть выгодно было университету, чтобы учились эти все платники, чтобы они платили деньги, чтобы они переходили с курса на курс. И, наверное, самое большое, что меня поразило вот в последнем моем опыте, это то, что студенты не заинтересованы были в реальных знаниях. То есть они приходили учиться, чтобы получить диплом, чтобы пройти вот эти вот, ну, условно говоря, отсидеть. Формальные процедуры прошли, отсидели и получили диплом. И я когда привез из Германии, допустим, я участвовал в научном обмене, привез из Германии оборудование, приглашал их, такого, которого в России не было. Приглашал их участвовать в этом исследовании. Говорил, давайте мы вместе с вами напишем программу. Первый сделаем стыковку этого оборудования с, скажем так, компьютером. Будем снимать данные с него в компьютеризированном виде. Я с короткой ноге с производителем оборудования. Они нам помогут, подскажут. Сделаем что-то выдающиеся. Это нормальная практика, когда студентов старшего курса приглашают к участию в научных проектах. Но нет. Настолько они были не заинтересованы в обучении на реальных проектах, что даже когда выяснилось, что этого, ну, как пример, у этого прибора есть интерфейсы, и не было подходящего в лаборатории кабеля, чтобы состыковать прибор, какой-то там сериальный порт, состыковать его с сериальным портом компьютера. Я отправил студентов, дал своих денег, отправил студентов в магазин купить конкретный тип кабеля, комовский кабель. Написал им, как этот кабель должен был выглядеть. То есть от студентов было только нужно найти, то есть дойти до магазина, купить этот подходящий кабель, и все. Я знал, что в этом магазине эти кабели продаются. Студенты отсутствовали пару целую, ходили в магазин. Хотя он там находился в пешей доступности, до него нужно было пройти 2 квартала. И они вернулись по прошествии целой пары со словами: мы не нашли подходящий кабель, как вы сказали, вот ваши деньги. То есть они где-то тусили в течение целой пары, целой толпой ходили. И вернулись ни с чем. Вот. И меня тогда это поразило, я подумал, ну, если им настолько не нужно участие в проектах, то я их больше не буду приглашать. Ни о каком написании программы и речи не идет. То есть они даже не хотели по мелочи поучаствовать.
Вот это то, что меня поразило в 2010-х годах. То есть минимальная, практически нулевая заинтересованность студентов в какой-нибудь реальном освоении знаний на специальностях, которые дорогие и которые айтишные. И даже на этих специальностях у них было почти нулевое желание учиться. А когда я стал преподавателем, перестав быть студентом, меня поразило то, как общаются между собой преподаватели в университете. То есть я помню, как сейчас я попал на первое заседание кафедры, и преподаватели вели себя практически так же, как студенты. То есть ругались нецензурной бранью, друг на друга наезжали, пытались, так сказать, выпятить свое эго. В общем, вели себя настолько шокирующе. И меня пригласили как молодого преподавателя принять участие в заседании кафедры и занять одну из сторон конфликта. Вот. И требовали, чтобы я тоже высказал свою точку зрения, хотя я не знал, что за конфликт, и не мог высказаться. В общем, вели они себя очень по-детски, очень не по-взрослому. И мне тогда подумалось, и эти люди запрещали мне что-то еще полгода назад и были для меня каким-то авторитетом. Ну, я очень сильно разочаровался в них тогда. Вот. Это впечатление. Но тогда хотя бы мне казалось тогда, что у людей было еще желание учиться. Все, всем пока. Вот такие вот воспоминания.